Всем привет, дорогие зрители! Разберем, пожалуй, вышедший недавно пулемет Буртон 1917 и оценим, насколько он хорош, есть ли подводные камни и стоит ли его вообще покупать. Сразу скажу, не все так очевидно просто. Ошибки прошлых обновлений жестоко аукаются не только потребителю, но и разработчику. Заинтересовал? Ну тогда смотрите внимательно. Начнем с цены вопроса. Естественно, оружие за донат. За голду его можете ожидать только через плюс-минус полгода. Гаджетов на него аж целых 6. Все они стоят по 4000 голды, что в совокупности доводит цену на гаджеты до 24 тысяч, а к моменту выхода этого оружия за голду до 44 тысяч. Так что имейте в виду, пушка ни разу не дешевая. Патронов для убийства уходит не так уж и много. При точечных попаданиях по наиболее распространенной броне 5-го медика уходит от 3 до 5 патронов на ближней и средней дистанции, а что касается дальней, от 12 до 18. Этот параметр не сильно растет и по 6-й броне, как вы увидите далее. Как и в предыдущих роликах, дабы не затягивать душным однообразным футажом, вот вам таблицы количества выстрелов для убийства игрока на той или иной броне. В целом действительно впечатляет. ТТК или же время убийства. Здесь результаты настолько хороши, что уделывают все последние вышедшие автоматы. И без разницы, что это пулемет, и сравнение некорректно. В бою вы особо разбираться за корректность не будете. Получается что, хвалебные оды? Ах, нет. Далеко нет. Смотрите дальше. У перезарядки есть интересная особенность. Как и для большинства оружия в игре, разработчики записали два скриптовых варианта перезарядки, когда рожок полностью пуст и когда он частично пуст. Обычно различие исключительно в передергивании затвора, однако в этом случае все не так. Даже если в магазине остался один патрон, персонаж поменяет лишь левый магазин. Выглядит комично, да и к тому же сильно влияет на время перезарядки. При худшем раскладе будет перезарядка как у Федорова, в лучшем быстрее по ПК. Пользуйтесь лайфхаком, пока можете. А вот и дошли мы до кучности. Да, я не могу назвать ее плохой. Как вы видите в моих футажах, она вполне выглядит сносно. Четкий рисунок на разных дистанциях с плавным уводом вверх и влево. При таком ТТК и уроне такая отдача более чем оправдана. 45% попаданий в среднем очень даже хороший результат для пулемета. И да, не нужно кидать меня помидорами с криками «это неподходящее расстояние для пулемета», знаю и без вас. Но, к сожалению, другого игра не дает. Будет либо не видно, либо муторно. Количество убийств с одного рожка. Ну, по сути, с двух. Это же двухрожковый ствол, верно? Что могу сказать? Патронов в обойме хватает за глаза для мультиубийств. Излишне часто перезаряжаться не придется. Помните про лайфхак, и горя вам не будет. Немного объясню, почему пишу значения десятичными. Это обусловлено статичным тестом. В реальном бою у вас будет два различных результата. Такой же статичный при прямолинейной стрельбе с места и динамичный при мансовке врага. В первом случае округляйте в большую сторону, а во втором уже в меньшую. Мне такой формат теста зашел, а вы пишите мнение о нем в комментариях.
Скин на данный момент только один, и доступен он в конце донатного боевого пропуска. Выглядит он неплохо, хоть и полностью дублирует текстуры для ППК. Геймплей с, казалось бы, донатным оружием меня разочаровал полностью. Так, стоп, погоди, только что мы разобрали его параметры и выглядит он вполне неплохо, то почему ты так говоришь? Спросите вы меня. А вот этот нюанс я и затронул в начале ролика. Связан он с огромной проблемой баланса, внедренной геймдизами без должного обмозгования последствий. Давайте представим. Вот вы обычный игрок, который решил задонатить на привлекательный навехонький пулемет. Насмотрелся обзоров, везде все классно, распрекрасно, купил и получил по щам от каждого встречного. А почему так вышло? Все просто. Хочешь играть с новым донатным оружием на высоких уровнях? Будь добр, заплати за 6-ю броню. Да, вот так. Теперь, чтобы играть даже с новыми пушками, вы обязаны купить новую броню. Тогда у вас будет достаточно времени жизни для нанесения ответного урона. С 5-й же броней вам ловить нечего. Тот же 6-й штурмовик за кредиты снесет вам кабину и даже не заметит вашего понтового ствола. Представляете, насколько в игре убили баланс. Играл же я в прошлом ролике на 5-м медике, но не ощущал настолько жестокого доминирования 6-й брони. А потом подумал, а чего же так? И понял, во-первых, 6-й брони стало тупо больше в боях, а во-вторых, пулеметчик это медлительный танк. Но танк ли? 6-й однозначно да. Настолько да, что нещадно урезал бы. А что с 5-м? А 5-й танк без брони. Картонка со скоростью улитки. Отсюда и абсолютно негативное впечатление от геймплея и чувство, что где-то налюбили. Подведем итоги. Если рассматривать пушку отдельно, то она очень хороша. Все сбалансировано, урон хороший, патронов хватает, перезарядка молниеносная. Да, дача сильная, но нужно же чем-то жертвовать. Контролировать ее будет безусловно сложно. К оружию действительно нужно привыкать. На вопрос, брать ли ее вам, отвечу так. Если у вас есть 6-я броня, то однозначно да, вы кайфанете. Если же у вас 5-я и вы играете с хардами, то не берите. Для начала купите 6-ю броню, иначе будет разочарование, как у меня. Свяжу этот ролик с предыдущим сравнением пулеметов. Как мы с вами выяснили в нем, лучшим пулеметом оказался Шоша, затем уже шел Хаут. Так как я не признаю Максима ни в каком виде, то сравнивать с ним не буду. Это тупо очередная ошибка баланса. Буртон максимально похож по результатам тестов на Шошу, однако имеет большую скорострельность и дальность, а также большую мобильность. Эти параметры выводят оружие на лидирующее место в списке лучших пулеметов. Итак, выводы сделаны. 6-я броня в очередной раз портит малину, и мы ее затронем в роликах еще не единожды. Кстати, вот вам вариант разрешения проблемы. Как думаете, решила бы проблему дисбаланса 6-го тира поднятие предыдущим брони на 25-30%? Пишите мнение в комментариях. А также не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и переходите по ссылкам в описании. Всех обнял и до новых встреч в будущих роликах.